Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, даже с такой палитрой работали. Вы берете, в свою очередь, любые ниточки, какие у вас есть, да, потому что узорчики универсальны. Итак, а у меня ниточки называются Yarn Art Super Perle. Здесь получается в 100 граммах находится 400 метров. По составу это 100% акрил. Ниточка вот такая интересная, такая скруточка. Очень тоненькая, тактильно, на ощупь приятно. Цвет, кому если понравится, цвет 622. Итак, смотрим. Нам здесь советует производитель. Берите крючок 3 миллиметра. Вот, берем 3 миллиметра. А вы в свою очередь берете также аннотацию своей пряжи, читаете, берете крючок, чтобы соответствовал. Узорчик сегодня несложный. Схемку я сегодня не прилагаю, схемки нет, повторяйте за руками, у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет равняться 8 петелек. Я, получается, наберу 4 раппорта, 32 петельки и плюс 2 петельки дополнительные, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я набираю 34 воздушные петельки, а вы набираете сколько вам удобно. Угу. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. И ее, получается, при наборе петелек мы не считаем. А теперь 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот наш будущий образец. Далее я сделаю вспомогательный ряд, новичкам всем советую. Делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Аккуратненько отсчитываю от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряю. Вытягиваю ниточку и провязываю столбик с накидом. 2 петельки. 2 петельки. И в следующую петельку цепочки провязываю столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие провязываю столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Я набрала 34 воздушные петельки, должно получиться 34 столбика с накидом. Вы контролируете себя. То есть количество набранных петелек и столбиков должно быть одинаковое. Все, это несложно. Смотрите, первые самые 3 петельки подъема, это тоже имитация столбика с накидом. Мы считаем за столбик. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте вместе до конца ряда провяжем. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте, несложно. Так, смотрите, вот наш ряд готов вспомогательный. Теперь будем непосредственно вязать наш узорчик. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. В следующий, получается, верхушку следующего столбика ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее, в следующий столбик опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Ну, как бы со стороны похоже, как будто это веерочек, да? Вот. Дальше опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в 3-й столбик провязываем столбик с накидом 1. Угу. И в следующий столбик столбик с накидом 1. То есть как в самом начале. Вот 1 столбик, 2 столбик. Точно так же и здесь. 1 столбик, 2 столбик. Значит, дальше у нас будет вот такой вот веерочек. То есть мы опять пропускаем 2 столбика. Так, и в 3-й провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Точно так же в следующий столбик провязываем еще 3 таких же столбика с накидом. 1, 2, 3. Понятно? Вот. И получается у нас вот так вот повторяется. 2 столбика, веерочек, 2 столбика, веерочек. Дальше 2 столбика, веерочек, 2 столбика, веерочек и так далее до конца вашего образца. Понятно? То есть несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу.
Так, смотрите, вот получается наши веерочки, наши столбики. Ряд у нас заканчивается 2 столбиками с накидом. 1 столбик, 2 столбик. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь вот в верхушку следующего столбика мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. А дальше, смотрите, делаем 2 накида. И возвращаемся к этому же столбику, только провязываем, смотрите как, берем столбик, окружаем сзади наперед, столбик у нас перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Дальше, смотрите, вот идут наши веерочки, да, вот веерочек, 3 столбика первых, 3 столбика вторых, всего 6 столбиков. Итак, первый, второй пропускаем столбик, в третий провязываем столбик с накидом. И получается вот 4-й столбик веерочка, провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот так должно получиться. Далее переключаемся, вот наши 2 столбика. Вначале провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, то есть мы столбик окружаем вот так вот сзади наперед, берем крючком. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше накид. Возвращаемся к этому же столбику, но теперь к верхушке этого столбика. И в верхушку провязываем 2 столбика обычных с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Есть. Далее накид. Следующий столбик. Провязываем в начале 2 столбика с накидом. 1, 2, а третий столбик у нас будет рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Видите? 2 накида. И окружаем опять столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Видите? У нас такой вот объемчик начинает вырисовываться. Такой вот как бы лепесточек. Все. Дальше повторяем все то же самое. Вот наш веерочек. Первые 2 столбика пропускаем. В третий провязываем столбик с накидом. В 4-й провязываем столбик с накидом. Понятно, да? Вот. И получается следующие наши 2 столбика провязываем в начале рельефный лицевой столбик с 2 накидами. В верхушку этого же столбика провязываем обычные 2 столбика с накидом. 1, 2. Следующий столбик. В начале провязываем 2 столбика обычных с накидом. 1, 2. А затем окружаем этот столбик и провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Понятно? Вот таким образом провязывайте до конца ряда. Появляется вот такой вот рельеф интересный. Давайте в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наши, получается, такие вот рельефные веерочки уже сформировались. И заканчиваемый ряд, да, видите, получается у нас также 2 столбика. Вначале мы провязываем рельефный столбик с 2 накидами, в верхушку этого же столбика 2 обычных столбика, а заканчиваем просто одним столбиком, видите, точно так же, как бы пол веерочка, как мы и начинали. Идем дальше. Делаем опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше, смотрите, в следующий получается столбик, верхушку следующего столбика мы провязываем просто столбик с накидом. Есть. А дальше у нас, смотрите, опять идут наши 2 столбика. Мы будем провязывать точно такие же веерочки, как мы провязывали, да, здесь с рельефными столбиками. Но мы хотим, чтобы рельефность у нас была только с одной стороны. Поэтому у нас здесь рельефный столбик с 2 накидами будет изнаночный. То есть вы провязываете первый столбик, захватываете вот так вот, видите, крючком. Столбик у вас будет за крючком. Вытягиваете ниточку и провязываете точно так же по 2 петельки. 2, 2, 2. Теперь в верхушку этого же столбика, получается, мы провязываем опять точно так же 2 столбика с накидом. 1, 2. Следующий столбик. В верхушку провязываем обычные 2 столбика с накидом. 1, 2. И заканчиваем, получается, вот наш веерочек, да, объемный. Делаем 2 накида и окружаем этот столбик. Вот таким образом получается столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем точно так же по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки.
И опять идет наш веерочек. Рельефный был столбик, 2 обычных столбика, 2 обычных столбика, рельефный столбик. Вот, точно так же, как в предыдущем ряду, мы отсчитываем 2 столбика, пропускаем, в 3-й столбик провязываем столбик с накидом 1, и в 4-й столбик столбик с накидом 2. Поняли, да? То есть получается, мы повторяем с вами предыдущий ряд. Единственное, что у нас рельефные столбики здесь изнаночные. Поняли? То есть вот как они будут выглядеть на лицевой стороне. Угу. Веерочки, получается, вот эти вот будут как бы в шахматном порядке. Давайте еще раз. Смотрите. Дальше идут опять вот наши 2 столбика. Получается, первый столбик провязываем, делаем 2 накида. Захватываем крючком столбик таким образом, что столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязали столбик с 2 накидами. Верхушку этого же столбика провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Вот наш следующий столбик. Опять верхушку провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2 и заканчиваем рельефным изнаночным столбиком с 2 накидами. Угу. Вот. И получается, здесь у нас рельефа не видно. Видите, рельефа нет. А когда переворачиваем на лицевую сторону, видите, здесь появляются рельефные вот такие вот интересные веерочки. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наша, получается, изнаночка. Так. Теперь что делаем? Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь мы с вами будем повторять все то же самое, что мы с вами делали. Видите, у нас в первом, получается, ряду было 2 столбика. Вот они, наши 2 столбика. Мы будем провязывать как бы пол веерочка, да? То есть столбик 1 мы провязали, а в следующий, получается, столбик мы провязываем просто 2 обычных столбика с накидом. 1, 2 и рельефный. В данном случае у нас получается, видите, раз рельеф у нас здесь спереди, получается рельефный лицевой. То есть 2 накида. Окружаем столбик вот таким образом, что столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу. Опять вот наш веерочек, 6 столбиков, да? Первые 2 столбика пропустили, 3 и 4 провязываем обычными столбиками с накидом. То есть получается, узорчик у нас состоит всего лишь только из одного ряда. Просто этот ряд находится в шахматном порядке, видите? Вот такая вот красота, по идее, должна получаться. Давайте мы увеличим наш образец на несколько рядочков. Так, посмотрим, что в итоге получится. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Сейчас покажу вам поближе, как этот рельеф видно с лицевой стороны. Видите, какой он интересный. Он вроде как такой простой, но в то же время непростой, да, заставляет посмотреть, остановиться и посмотреть, а как же это связано. Изнаночка. Вообще простая, да, никаких заморочек. Вот лицевая сторона. Гляньте, в копилочку ваших узорчиков. Вязать можно из любых ниточек, из толстых ниточек будет зимний вариант, да. Возможно, это будет у вас там кардиганчик, возможно, кофточка, да, шарфик, снудик. Из летних ниточек обязательно попробуйте, это будет интересный топик. Видите, он не сильно дырчатый, да, но такой вот плотненький, в то же время рельефный. Это может быть связано из, например, пряжи, которая секционного окрашивания, да, посмотреть, как будут переходы делаться. Можно одноцветным. Супер. Итак, вот так вот, смотрите, как здорово тянется. Вот так вот, смотрите, как здорово тянется. Давайте замерим. Я, получается, набирала 34 воздушные петельки. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то в моем случае это получается, ну вот 17 сантиметров. Так? А здесь получается у нас каждый веерочек, это получается у нас новый ряд. Верно же? Верно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочков. И самый первый получается 13. И в моем случае, моей пряжи, моей плотности вязания, вот 13 сантиметров. То есть каждый ряд это сантиметр. Здорово? Здорово. Вот такая вот необычная как бы вязка, да, но в то же время ничего сложного вообще нет. Видите? Здорово? Здорово. В копилочку ваших узорчиков. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Так? А также сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть
в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.